Посмотрите, друзья, куда нас сегодня занесло. В этом городе еще со средних веков непрерывная традиция проводить рождественские ярмарки, ни на год не прекращающиеся. Этот город называется Эслинген. Сейчас мы как раз выясним, что ж такого средневекового в этой ярмарке есть. Пока, конечно, мы сразу видим вот такие домики деревянные, в которых торгуют всякими съедобными вещами. Человек идет с бубном. Вот оно, средневековое действие. Вот мы нашли. Und die haben sich alle vorbereitet für dieses Essen. А здесь Стрелы. Стрелы. Луки. Луки. Эти луки продаются. Ты не видишь, сколько стоит? 120 евро. 120 евро лук. Да, и сколько стрелы? Это колчан для стрел. 55 евро стрелы. А сама стрела сколько он там написан? Сама стрела 6 евро одна. Да. Хорошо, для лучников тут есть. Это, кстати, вот именно средневековая атрибутика такая. Я знаю людей, которые увлекаются луками. А здесь шляпы ковбойские. Вау! Слушай, по 55 евро шляпы, по 50. Алло! Was kostet das? 80. 80, это 80 евро. Вот такая ковбойская шляпа. Круто. А вон есть такие котелки английские, можно сказать. Шерлок Холмс. Nein, in die Richtung. Шерлок Холмс, das ist, ja. Ага. А was kostet das? Die kosten 50. 50 евро, ja. Ага. Gut. 50 евро. Самые разнообразные здесь шапочки. Вы смотрите, это летческая шапка такая. Тоже, наверное, около 50 евро, может больше. Смотри, он их закручивает, сейчас будет назад пускать, и они будут разлетаться в разные стороны. О! Вот именно по такому принципу раньше были устроены карусели в средние века. Не было же моторов. Средневековая карусель. Да, это настоящая средневековая карусель. Я думаю, вот эта карусель тоже. Она построена на всяких веревочных механизмах. Видите, все такое, как было раньше. Ну, конечно, сделано из железа. Современная модификация, но все равно принцип работы какой-то древний. Jawohl. Noch ein Pfeil. Никто не смог. Давай σε πάνω, το μετάρουμε λίγο έτσι και λίγο πιο μπροστά.
средневековый тир. Ага. Отлично. Да. Вот такие устройства. И здесь стреляют. Смотрите, вот про Германию. Кто-то потерял женские перчатки кожаные, 2 штуки. Их положили на мусорку и не забирают. Ждут, пока человек вернется, найдет их и заберет себе. Здесь в меню нету глинтвейна, здесь сосиски и всякие хот-доги с сыром, с какими-то вкусняшками, даже с шоколадом. Видите, все такие вот цены. Сейчас мы посмотрим, как они выглядят, эти хот-доги, или что это называется. Алло. Вот видите, сосиска в тесте. Это все вот эти вот блюда, которые там написаны на этом меню. Алло. А вот жарятся красные сосиски. Ротвурст, я? Данкешön. Дальше у нас палатки с сладостями всякими. Сейчас, пока люди не возражают, мы почитаем, посмотрим. О, hallo. Diese Weihnachtsbrot? Ja. Ага. 19,50 стоит такой брод. Sehr lecker. Очень вкусный, говорит. А вот здесь уже, смотрите, здесь можно угощаться глинтвейном и всякими остальными закусками. Получается так, почему-то возле каких-то палаток прямо очередь стоит, а возле каких-то никого нету. Причем те были первые, и к ним никто не подходил. Так, что мы здесь видим? Ну, опять те же самые традиционные блюда, но цену на глювайн не пишут пока. О, давайте шапочки посмотрим. Смотри, какие блатные. С кофейных мешков, я так понимаю, эти шляпы шьют, и они по 25 евро. Смотрите. В этих мешках присылают кофе сюда. Из Аргентины, наверное, или еще откуда-то, из других мест. А они взяли и шьют из них шляпы. Очень оригинально. Значит, здесь глювайн, глинтвейн 4,50, но самое интересное, здесь есть безалкогольный глинтвейн, тоже 4,50 стоит. И вообще фрай алкоголь, ну, безалкогольные напитки по 4 евро. То есть ты можешь, я не понимаю, зачем тогда. Я тоже не понимаю, зачем. Это какое-то издевательство. Так, я взял горяченький глинтвейн, потому что мне холодно. Лада предлагала пойти в кафе, сесть и выпить кофе. Но, во-первых, мы на рождественской ярмарке, а во-вторых, в кафе нет глинтвейна. Очень горячий. Ладе не предлагаю, потому что Лада потом не сможет снимать репортаж. Чашка глинтвейна стоила 4,50 и залоговая сумма 5 евро за саму чашку. Красивая чашка, конечно. 5 евро стоит, да? Забираем? В принципе, Домой так и забираем? Нет? у нас дома. Ну ладно. Что я вам должен сказать, друзья, что после глинтвейна я себя намного лучше чувствую. Может быть, нет. Лада не пила, поэтому она нет. Может быть, конечно, я не самым лучшим образом выгляжу после глинтвейна, но чувствую себя бодряком. Это важно, И это у важно. меня есть желание теперь прогуляться по городу. Оставим эту ярмарку в покое. Здесь все люди наслаждаются жизнью, а мы пойдем смотреть. Мы видели там музыкантов. I laid awake in our bed. It was the last time I would stay. You would block the sunlight from the window. I left the keys but couldn't close the door. All the times I convinced myself. Мы зашли в такую кафешку, которую
можно назвать подобием Макдональдса. Здесь всякие бургеры, картошки фри. Надеюсь, здесь есть и кофе. Кури жарят, смотри. Кури-гриль. Мы можем где-нибудь здесь присесть. Принесли нам нашу еду. Здесь оказались 2 ножки куриных и картошка фри с кетчупом. Сколько это все? 14 евро это все стоит. Вообще, конечно, вот по украинским меркам, 14 евро это где-то 500 гривен. Мы в пузатой хате могли бы очень сильно наесться, да? С супами всякими. Ну, ничего. Сейчас попробуем. Я думаю, картошка фри это вкусно. Хорошо. Я не знаю, любишь ли ты такое, но это вкусно. На мой вкус хорошо. Ура! Наконец-то. Мы в тепле, едим. Ну, Если это не лучше двигаешься. руками есть. Да, конечно. По-индийски. Сломалась. И вымазалась. Все. Классно, да? Нету слов. Очень вкусно. А представь, раньше было такое, да? Вот развлечения. Они же были без страховки. Да. Они могли убиться. Это был смертельный риск. Ужас, да? Толпа стояла и радовалась. Посмотрите, какая уже толпа рулит на ярмарку. Это все люди идут с вокзала. Привет. Класс, вообще зажигательный танец. Супер. Вот это парень с харизмой, да? Африка, вот это Санамараванака. Я хочу в Африку, друзья. Нас манят таинственные улочки, в которых можно потеряться. Смотрите, какой закон. Кстати, больше это я, чем вот эти многолюдные там ярмарки. Больше хочется зайти куда-нибудь туда за угол и посмотреть, а что же здесь? Смотри. Опа, друзья, здесь свалка. Почему нам нравятся задворки, Виталий? Ну потому что этот домик, смотри, какой симпатичный, да, домик. Мы не ожидали, что здесь будет мусорка, но в принципе. Бесплатно. Кстати, смотри, это все можно забирать. Это вот, я думаю, доска гладильная хорошая. Ну, диван уже, наверное, негодный. И этот зонт негодный. Ну, какая-то мебель тут еще, в принципе, можно собрать. Это для любителей собирать. Чемодан вполне целый. Я думаю, если тут покопаться, то можно найти какие-то вещи, которые можно еще использовать. В общем-то, стул может быть хороший. Кресло Вполне вот это, возможно, кто-то переезжал и выбросил просто вещи, которые ему не нравятся. Стул, мне кажется, вообще хороший. Смотри. Да. Так, Кожаный хороший стул. смотри, эта штучка вообще целая. Тебе нужно плечико? Ну да. И чемодан, подожди. Он... Чемодан, у него колесики сломаны. Он хороший, но одно колесико сломанное, смотри. Побывал, наверное, во многих странах. Короче, любим мы задворки и мусорки, друзья. Ну, мусорки не очень, но, знаете, это тоже часть жизни и любой страны, да, и показать, что выбрасывать. Видите, такие, ну, это уже потрепанные диваны, в общем-то, и забирать их как-то уже не камильфо. А вот такая полочка, вот еще Почему бы ничего. и нет? Я думаю, она просто уже здесь под дождем стоит долго и уже раскисла чисто Размокла. из-за этого.
Ну, а так-то, в принципе, приедет машина и заберет это. Обычно их выставляют в определенные дни, и потом приезжает специальный мусоровоз такой для мебели. Они все скидывают, причем они все это сразу там трамбуют прямо в машине, так зажимают, так, и это все превращается в хлам. О, вот тут мы вышли в парк. Красивое место. И здесь уточки живут. Сегодня 22 декабря, друзья, зима. У нас в эти дни праздники только намечаются, а здесь, получается, праздники уже подходят к концу. Через 2 дня будет финишный, так сказать, день Рождества, ночь на Рождество. И немцы уже дальше, по сути дела, и не будут ничего праздновать. Будут еще на Новый год фейерверки, но это совсем не то. Это просто стрельба. Они праздновали, здесь вообще праздновали целый месяц Да. Рождество. То есть каждый день, каждое воскресенье они уже напраздновались, и на Рождество просто каждый сидит уже дома и отмечает уже в домашней обстановке, чисто семьей, жарят гуся, Ну да, рождественского, там, и индычку, как индюка. Индюка. You say that something's got to give. You say it's one way to live. Германия пережила очень длинную историю становления своей страны. Это сейчас мы имеем такую Германию, которая целостная страна, с одним языком, с одним правительством. А многие-многие столетия здесь были разрозненные княжества, которые объединялись, потом разъединялись, воевали между собой. Здесь были большие религиозные войны, чего стоит только религиозная война, которая длилась 30 лет, когда протестанты и католики воевали между собой за установление своей религии как господствующей в Германии. 30 лет, представляешь, Лада, война шла в Германии между католиками и протестантами. Сейчас война в Украине идет 3 года, и мы считаем, что это ужасно и очень долго. А 30 лет я даже не могу себе представить, сколько это людей погибло, сколько было горя. Hold me closer than the wind. Let me be your king. Have me every second end. We'll be your king. So Сейчас ровно половина пути этой лестницы. Фух, трудно подниматься, мы уже устали. Отсюда видно город уже, видите. Внизу ярмарка, церковь, крыши домов, виноградники здесь. Это, кстати, город, где делают вино. Поэтому можно даже местное вино пробовать. Возможно, мы сегодня пробовали глинтвейн из местного сорта. Точно не знаем. Вот еще нам полдороги вверх по такой лестнице уютной, загадочной, можно даже сказать. Здесь крепостная стена, которая защищала город с той стороны, а здесь внутри был город. И этот город защищался эффективно, в общем-то, во все войны. Ярмарка средневековая, Да. и на этом же месте была в древние времена. Да, ярмарка. на этом Именно же месте. Возле вот этой вот стены, да? Да, внутри города. Вот почему здесь все так, как было раньше. Такая узкая лестница, даже трудно разминуться 2 людям. От самого замка здесь мало что осталось, вот только эта стена и несколько еще строений, 2 башни, по-моему. Но сюда стоит зайти только из-за того, чтобы посмотреть на вот этот вот вид. И люди сюда поднимаются, ходят по стене, потом идут прогуливаться сюда во внутренний двор, но там просто парк. Самое интересное это как раз на стене. Фух,
Нелегко сюда забраться. Посмотрите, постепенно открывается все больше и больше, красивее и красивее вид на город. Такие копченые стены. Это известняк, он впитывает в себя всякую гарь. Вот мы поднялись на стену, здесь какое-то здание, это одна из башен была угловых. Можно повыглядывать в окошки. Смотрите, как красиво. Практически весь город видно здесь сразу. Лада выглядывает с соседнего окна. Лада, выгляни! Видите, откуда мы зашли? И весь видно долину. Я даже не знаю, где наш город. Наверное, в той стороне, мне кажется. Мы приехали оттуда, откуда-то. Смотри, хотя это и не основное русло реки Некар, но тоже широкая, да? Основная река течет ближе к железной дороге, там вообще стремительный широкий поток. А здесь все туристы и туристы. Ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Danke, grazie. Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Данке. добрый. Чао. E se io muoio, ciao, da partigiano. Смотри, в какой мы пришли с тобой интересный райончик, да? Здесь старые-старые дома, один на одном, узкие улицы. Это явно самый старинный центр. Даже не знаю. Весело играют. Мгм. Сейчас уже смеркается, уже на ярмарке зажглись лампочки. Смотрите, какие интересные люди стоят, одетые в средневековые одежды, как монахи. Наверное, так раньше ходили, да? Вот. И давайте пройдемся теперь по вечерней ярмарке. Людей, конечно, стало больше. Протолкнуться будет труднее, но и интереснее именно вот посмотреть на людей. Ну, большинство людей, конечно, обычную одежду одеты свою. Я тут надеялся увидеть много средневековых. Ой, это какая-то специфическая еда, возможно, корейская. Цены не написаны, да? Это молекулярная кухня называется. Тут понемножку, наверное. Или гомеопатия какая-то. Не будем вникать, Лада, это очень сложно. Ну, конечно, очень интересно прогуливаться по этим рождественским ярмаркам, но и опасно. На днях, буквально 2 дня назад, был шокирующий случай, который произошел в городе Магдебург на такой же рождественской ярмарке.
там автомобиль на высокой скорости, легковой автомобиль, въехал прямо вот в толпу празднующих людей. И сколько людей погибло? Вот? 5 человек погибло, 40 в тяжелом состоянии, а вообще получили травму 70 человек. Это ужасный инцидент, честно говоря. Непонятна его мотивация человека, который в это въехал. Известно только, что это был врач из Саудовской Аравии родом, но он уже 20 лет жил в Германии, и я не знаю, чем-то он был недоволен, или, может быть, он был под какими-то веществами, но это привело к таким трагическим последствиям. Столько людей погибло, и это пошатнуло вот всю общественность в Германии. И я не знаю, сейчас я думаю, эти все люди, которые здесь находятся... Это был такой ужасный случай. Вот представьте, вот столько же людей, как сейчас, то есть люди стоят по обе стороны палатки, здесь не убежать никуда, не скрыться от этого автомобиля. То есть люди стоят и празднуют. Посмотрите, какая толпа. Вот просто, да, и вот в эту толпу на всей скорости влетает автомобиль и едет метров 400, он проехал по этой толпе, 400 метров. Да, это ужасно. Но я думаю, люди могут в интернете посмотреть эти кадры, есть там прямо все запечатлено, знают, да. И поэтому мы наблюдаем здесь, в Эслингене, очень как бы большое количество полицейских, и все дороги перекрыты. Сюда въехать на автомобиле невозможно. Здесь стоят заграждения всякие. Вон там со всех сторон мы с Ладой смотрели. Надеемся, что после этого случая в Германии сейчас повысили очень правила безопасности, усилили контроль над всем этим. Но мы немножко... Мы все равно опасаемся, мало ли, ладно, не автомобиль, так еще какой-нибудь человек с рюкзаком Задняя зайдет. мысль присутствует, знаешь? Да. А вдруг? Мирная страна, и почему-то люди вот именно на массовых мероприятиях, там, где люди расслабленные, счастливые, пытаются отыграться, какие-то свои проблемы доказать, решить или показать, не знаю, что они хотят. В общем, это все, конечно, не ново, все это ужасно. Вот такие массивные заграждения теперь ставят на дороге для того, чтобы никакой негодяй не заехал на большой скорости прямо в ярмарку. Я думаю, это тяжелые такие буи, которые просто так не пробьешь. Come and take a walk with me. Challenge your wildest dreams. No more fear. Follow that shining star. Come with an open heart. I'm right here. I hear your every word, song of a mockingbird. Tells the truth. It's about time we met. I've been watching you over there. It's about time. Прошло уже 2 дня, сегодня Рождество, и вот Лада наготовила кучу еды всякой разнообразной. Посмотрите, несколько пакетов со всякими разными вкусняшками. И, в общем, сейчас мы едем уже к маме, у мамы будем праздновать. Пригласили в гости ее соседа Валентина, он должен прийти. Все, идем отмечать. I got off easy, darling. Got no more time for loving you. Валентин принес китайское вино. Ладно, давай посмотрим. С Гонконга. Из Гонконга, да, привет? Где он где-то там живет. Город большой. Ну, посмотри. 6 миллионов Натурально жителей. привезли оттуда. Не приезжаю в Ух гости. ты, О, какой! интересно. Ага. Ну, я не довез где-то метр. Заказали еле 8-метровую или 9-метровую. Ну что, я рад, что вы все сегодня тут собрались. Ладно, расскажи,
Какое у нас сегодня застолье? Из чего ты сделал? Всё эти отлично. блюда? Это шуба, это селедка под шубой, Во-во. это оливье, Оливье. это цыплята табака, курица гриль, скажем так. Красиво. Красная, бутерброды с красной икрой. Вот, картошка, толченка на молоке и с маслом. Цыплята Должно быть табака. все Сама вкусно, делала, да? да. А это конечно. продается возле Лидла, знаете? А, в Lidl покупал, я думал, сами делали. Цыплят А берем. видели эту желтую такую Я знаю, будку, ага. да? Там стоит. Они очень вкусно делают. Ну-ну. Серьезно, мы попробовали несколько раз, нам понравилось. Это уже было. А это настоящая красная икра мы в этом купили в Баночка Калджане. маленькая, да, 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 знакомая. да, да. маленькая Баночка. вот, Хорошая, кстати, икра, она же бывает Натуральная такая. такая. И сделано в Германии, кстати, да, в Гамбурге сделано. Не кабачковая, говоришь. Не кабач. Как и кабачковая икра. говорит. Ложками хлебаем. Шубу у вас в России делают? Делают, То- всегда тоже, да? делают шубу в России. Там Сейчас посмотрим. делают. Оливье. Оливье тоже делают, шубу. Вообще оливье мы вас не делают. удивили. А? Мы вас не удивили, что... Шубу делают, часто я делает много-много там. В общем, всего. все с разных У меня стран. друзья У нас сегодня с тоже разных украинцы. стран. Все вместе, никто ничего. Химич, Дружим, потом все так, да. фамилия-то, как сказать, Степченко, все-таки как. Да, Давайте за что мы выпьем? За Рождество. Ну, за Рождество, да. За то, чтобы у нас все беды кончились, Да, наконец-то, кончились. да? Все было нормально. За то, чтобы Господь все время был с нами. Сегодня Рождество, чтобы Он помогал нам Да. во всех наших делах. ну пробуйте. Проба китайская. Китайское вино, Натурально. да. Ой, ну сладенькое. Ну, интересно. М. Такое... У нас Что-то не сливовое, на нет? вкус, ага. Сливовое. Сливового? Мы сегодня получили посылку от Виктории. Это уже, наверное, Да. 4-я посылка от нее. Но она сказала, это символический подарок какой-то. Интересно. Мы до что сих такое? пор не раскрыли, да. Сейчас будем вскрывать посылку и смотреть, что за подарки. Мамусь, это тебе. Да, так что прям резать. Режь просто, да. И еще коробка. Коробка в коробке, это интересно. Смотри. А, там еще что-то это есть. что-то Давай по такое. очереди. Смотрим. О. Класс, сюрпризы. Я люблю сюрпризы. Ой, это что-то красивое. Да. Вот галактинично, смотрите. Доставай, доставай. Я боюсь даже трогать. О, новогодний подарок. Класс. Красиво. А оно, скорее всего, с батарейками, да, видишь, с подсветкой. Это, Красиво. Класс, да? И наверху оранжевый. рождественская елка, да, получается? Какой Да. новогодний стол? Это игрушки? Это Ольги Лукиничны, все игрушечки, да? Покажите, Ольга Лукинична. У тебя тут прям такая рождественская Да. инсталляция, да? Красиво. Все светится, куча Черепашка, игрушек. смотрите. Класс. Черепашка? Из грецкого ореха черепашка. Класс. М. Вот, гномик. Или кто это? Девочка. Девочка. Елочка. Курочка. Мгм. Коровка. Обалдеть. И Видишь, елка сама, посмотри, мы купили просто елочку. Ольга Лукинична сама придумала вот такие какие-то, кто это? Вот это все она сама сделала. Это были просто бусинки. Вот это она сама связала, да? Надо сейчас посмотреть. Вот такие цветочки сама украсила замечательно. Ольга Лукинична, вы просто чудо. Понятно. Да. вот это в прошлом году Олег подарил. Красиво. Это Олег подарил Класс, да? в этом году. А это Виктория подарила еще вот в этом году. Смотри, ладно. Мам, у тебя куча подарков. Спасибо. 4-го не хватает. В общем, Новый год можно Як встречать. доживемо до следующего года ще один появиться. Да, 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 обязательно. Это еще не все. Это еще не все. Посмотри, что дальше там в коробке. Мы еще не все достали просто. Что это? А, это нитки. Но это самое-самое Ниточка. главное. Ольга Ну, я- Лукинична. То, что самое важное для Ольги Лукиничны. Я носки связала. Да, тоже да, красиво. да, там Спасибо. все, теперь вы можете дальше вязать. Подожди, там еще что-то. Носочки. Это еще не все. В общем, Виктория
А это что-то Это такое. открытки, скорее всего, да? Да. Сейчас посмотрим. Спасибо, хай Бог здоров'я дає їй. Класс, это салфеточки. Это не платочки, это так можно куда-то вот так вот ложить. Салфетка, Это... да. Салфетки, правильно. Да, и красиво будет на нем стоять, салфетки, допустим, да. что-то. Да. И это еще не все. Мы нашли открытку с пожеланиями. Смотрите, какая красивая. С оленем. Рождеством. Вот Forever. две открытки. Why Одна, not? одна вот такая, одна вот такая. И тут что-то написано. А ну прочитай. Да. Ой, конвертик. Ольга Лукинична. Уже какая-то интрига. Вот, уважаемая Ольга Лукинична, спасибо вам большое за ваш теплый и очень душевный подарок. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть рядом с вами всегда будут те, кто вас любит и бережет. Здоровья и счастья. С уважением, Виктория. Спасибо. Вот, Ольга Лукинична, это вам. Вот от Виктории. Класс. Спасибо огромное.